Привет, ребята, это Настя. Если вы помните, в начале этого года я сделала видео про силу воли, о том, что это такое, и обещала делать в будущем еще видео, особенно на тему того, как развивать эту самую силу воли. Что я тогда не сказала, это то, что я в тот же момент питчила эту тему своему потенциальному супервайзеру на тот момент, для того, чтобы проект этого семестра, который мы все должны делать, научный проект, посвятить именно изучению силы воли и прокрастинации. И вот, к счастью, несколько дней назад она наконец-таки утвердила этот проект для меня, поэтому да, следующие 4 месяца это ту тему, которую я буду в основном изучать. У меня будет когнитивистика, психология и главным образом, потому что зона, которая мозга, которая контролирует долгосрочные и рациональные цели, она академических в принципе находится в состоянии. Такие подробности, и поэтому сегодня я хотела для разогрева себя и вас начать с этой темы, в общих чертах поговорить, какие есть советы общие, может быть, не глубоко нейробиологические, но общие советы по тому, как усилить, развить в себе силу воли и сделать ее более крепкой. И спонсором этого видео попросила стать онлайн-школа английского языка Skyeng. Именно при изучении иностранных языков проблема мотивации и силы воли как нельзя актуальна. Ученики, которые записываются на языковые уроки, обычно делают это на большом энтузиазме, с большой энергией, но после какого-то времени их мотивация падает. И роль школы не только в том, чтобы передать тебе знания, но и в том, чтобы помочь ученику через вот этот упадок мотивации все-таки преодолеть его и довести свои языковые цели до конца. Так вот, как я говорила несколько недель назад, Skyeng адресует эту проблему путем построения учебных материалов на основании каких-то современных захватывающих событий, будь то новый фильм, новый клип или какие-то интервью, видеоинтервью с известными личностями, интервью или статьи о известных, нашумевших политических, экономических или социальных событиях. У них также есть подключение к кинотеатру, чтобы иметь возможность смотреть фильмы в оригинале на английском. И, кстати, я хотела сделать объявление-поправку к своему полному видеообзору сервиса от Skyeng касательно эссе. С марта этого года они абсолютно бесплатны для всех учеников школы, так что можно практиковать навык письма без лишних затрат. Первое. Обязательно спите достаточное количество часов. Когда мы говорим о силе воли, нас интересует два региона в нашем мозгу, а именно один из них отвечает за менеджмент наших долгосрочных рациональных целей, а другой ответственен за наши импульсивные желания, мгновенные желания, на которые мы реагируем. Так вот, люди, которые спят меньше 6 часов за ночь, на экспериментах МРТ показывается, что тот регион, который ответственен за наши долгосрочные цели, то есть то, что мы называем сила воли, действия, которые требуют действий, которые мы регулируем силой воли, так вот этот регион underactivated, то есть он не полностью задействован. И в который раз повторюсь, что недосып с точки зрения когнитивных способностей приравнивается к легкой алкогольной интоксикации. Поэтому именно во время, когда нам не хватает сна, мы более подвержены тому, чтобы идти на поводу своих мгновенных желаний, будто объедаться сладким или прокрастинировать весь день, смотря YouTube. Второе — это медитация. Для тех из вас, кто недавно меня смотрит, я сразу хочу подчеркнуть, что это не что-то такое эзотерическое, и на самом деле на абсолютно любом уроке по нейробиологии ученые с удовольствием посвятят большую часть урока разговору о эффектах медитации на оздоровление нашего головного мозга, потому что сотни экспериментов уже подтвердили ее пользу. Для тех из вас, кто давно меня смотрит, вы знаете, что я раньше говорила о связи медитации и развитии фокусировки внимания, способности работать, не отвлекаясь. То же самое applies, то же самое применимо и к сфере силы воли. Во время медитации, какой-либо она ни была, это может быть фокусировка на собственном дыхании, на какой-то мантре, даже визуально на какой-то одной точке, мы вынуждены именно фокусироваться на объекте, который мы выбрали, дыхание, мантра или точка, и при этом отгонять все потусторонние отвлечения и мысли. И именно в этот момент мы тренируем наш prefrontal cortex, префронтальный кортекс, резистировать, то есть resist своим urges. Уже всего лишь после нескольких недель регулярных постоянных занятий, и я говорю о 5-10, максимум 15 минутах в день, на МРТ ученый или доктор увидит изменения в структуре головного мозга. Медитация помогает наращивать серое вещество и делать коннекшены, соединения между нейронами более сильными. Из практических советов по организации своего дня, как я говорила, сила воли — это ограниченный ресурс, и у большинства из нас его максимальное пик, количество приходится именно на утро, когда мы только встаем. Поэтому это очень-очень важно посвящать свое утро и первые часы, когда у тебя максимально наполнен сосуд силы воли, на свои самые главные задания в тот день. Ни в коем случае не начинать утро с социальных сетей или с имейла, даже если это ваш бизнес-имейл. Используйте ваш утренний наполненный сосуд силы воли для выполнения каких-то действительно стратегических и важных задач, а не административной работы и тем более не для развлечения. Так как наш дневной ресурс силы воли ограничен, будет также плохой идеей пытаться
стараться прививать себе сразу несколько новых полезных привычек одновременно. Например, если вы хотите правильно питаться, заняться спортом и вовремя выполнять свою работу или домашнее задание, учебу, то делая это одновременно, вы очень быстро израсходуете весь резерв вашей силы воли и придете к тому, что вы не сможете выполнять ни одно из них. Поэтому гораздо лучшим будет пытаться развивать новую полезную привычку одну за одной. Ну а теперь у меня вопрос к вам. Скажем, вы пытаетесь привить себе какую-то новую полезную привычку, например, не есть сладкое, и вы сорвались. Как вы думаете, что в этом случае будет более эффективно для вас? Если вы будете себя наказывать, ругать и корить, или же вы скажете себе: у всех бывают такие вещи, поэтому я не буду расстраиваться по этому поводу и просто продолжу жить. Вы можете на этом моменте остановить видео, подумать и дать ответ. Оказывается, что эксперимент за экспериментом показывает, что чем строже ты к себе подходишь, тем более велика вероятность, что ты совершишь этот проступок еще в один раз. В одном эксперименте женщинам, которые были на диете, дали по пончику. Кроме того, их попросили выпить стакан воды, чтобы они чувствовали себя особенно тяжело. Так вот, одним из этих женщин внушили, что каждый человек совершает ошибки, что в этом нет ничего страшного. То есть помогли им не чувствовать вину из-за того, что они сорвались на этот пончик. В другой группе такого месседжа давно не было. На выходе им предложили конфеты, и те женщины, которые вышли из эксперимента с чувством вины за то, что они сорвались со своей диеты, взяли в 3 раза больше конфет, чем те женщины, которым было внушено то, что все совершают ошибки, и в этом нет ничего страшного. И на самом деле куча разных других экспериментов с алкоголиками, с гэмблерами, то есть людьми, которые играют в азартные игры, были проведены. Например, с алкоголиками те люди, которые, если они просыпались на утро после того, что они были пьяными, и они испытывали очень сильное чувство вины, то это в разы увеличивало их шансы потребить алкоголь в течение этого дня, но также потребить его гораздо больше, нежели те, которые не испытывали такого сильного чувства вины. Все это объясняется тем, что как только мы себя корим в чем-то, наш мозг входит в reward-seeking state. Нам нужно чем-то пожалеть или похвалить себя. И поэтому мы ищем какой-то мгновенный такой способ, чтобы заставить себя чувствовать себя лучше. И чаще всего этот мгновенный способ — это именно то, что мы пытаемся силой воли ограничить себя, будь то пончик или алкоголь. Поэтому относитесь от отхождения от идеального поведения спокойно и не корите себя за это, просто примите это как данность этого пути, и что да, естественно, будут отхождения, но это не значит, что вы не придете к конечной цели, это просто часть этого пути. Множество экспериментов было также проведено на тему заразительности силы воли. Стоит студентам прочитать какую-нибудь статью о ком-то, кто тяжело работал и заработал деньги, как они мгновенно начинают проецировать это в своем поведении, работая более тяжело, например, для зарабатывания денег в процессе какого-то эксперимента. Именно поэтому, наверное, я лично настолько люблю библиотеки, кофешопы, в которых люди работают, или shared co-working spaces, то есть места, где ты снимаешь офис и работаешь с другими людьми, если ты, как я, работаешь сам на себя. Просто нахождение среди людей, которых настолько мотивированные вокруг тебя, не прокрастинируют, а сосредоточенно заняты делом, уже позволяет тебе влиться в этот поток работы и работать вместе со всеми. Поэтому, если вы не можете сконцентрироваться дома, то с вами нет ничего странного. Попытайтесь найти место, где много людей работают вокруг вас, и это однозначно поможет вам тоже найти этот свой поток. Многие жалуются на то, что они объедаются вечером, и это совершенно очевидно, так как наш резерв силы воли будет израсходован в течение дня за счет работы или учебы, к вечеру его не останется для того, чтобы не просто приготовить обед, но также ужин, но также избежать каких-то temptations, каких-то вещей, которых мгновенных наших желаний. Все, что от нас требуется, это признать это как факт. Это не что-то, что мы можем контролировать силой воли, потому что на тот момент у нас ее больше нет. Что требуется для этого, это просто заранее планировать свои ужины, знать, что конкретно ты будешь есть, и иметь эти вещи в холодильнике, и тогда ты сможешь питаться хорошо. Кроме медитации, физиологической тренировкой для мозга может стать практика полезных привычек или отказ от негативных. И именно не в целях развития этой какой-либо привычки, а в целях того, чтобы тренировать свой мозг регулярно, на постоянной основе, отказываться от чего-то, что ему хочется. То есть мы говорим именно про эффекте структурных изменений, а не эффекте изменения твоего образа жизни. Например, если ты перестанешь проверять имейл каждый раз, когда у тебя есть этот позыв, или перестанешь есть сладкое, когда у тебя есть этот позыв, будешь себе регулярно отказывать в этом, или не будешь нажимать на снуз, на вот это откладывание будильника на 15 минут, когда он звенит,
Каждый раз говоря «нет» своему вот этому позыву мгновенному, ты тренируешь мозг и таким образом развиваешь его физиологически. Удивительно, но правда, разговаривать с собой во второй персоне, то есть ты говоришь «ты», к себе обращаешься на «ты» и ведешь с собой разговор, более эффективно для курящих, нежели никотиновая терапия. Потому что мы гораздо более harsh, мы более строги с собой. Ты никогда не скажешь своей подруге: ты слабачка, ты никогда не сможешь похудеть, потому что ты все время срываешься и ешь этот десерт. Но это то, что ты, скорее всего, будешь говорить себе в самых разных случаях. Так вот, ученые говорят, что гораздо более эффективно разговаривать с собой так, как если бы ты разговаривал с кем-то другим, с третьим лицом. Просто обращаться к себе на «ты» и вести свою дискуссию в таком тоне. Еще один интересный факт из нейробиологии. Когда мы говорим о себе сегодняшнем, в нашем мозгу зажигается один регион мозга. Когда мы говорим о себе в будущем, то другой регион мозга ответственен за наше представление этого себя будущего. Интересно, но тот же другой регион мозга, которым мы обрабатываем себя в будущем, это тот же, которым мы обрабатываем какого-то другого человека в нашем окружении. То есть я сегодняшний и я будущий — это очень два disconnected, не связанных в нашем мозгу понятия. И именно поэтому долгосрочные цели настолько тяжелы для нас, потому что мы не чувствуем, что мы это выполняем для нас. Для нас такая же мотивация, как если бы мы выполняли эту работу для кого-то другого. Поэтому у всех есть проблемы с тем, чтобы откладывать деньги сегодня себе на пенсию через 40 или 30 лет, или правильно питаться, заниматься спортом сегодня, чтобы не болеть в 60 лет. Вопрос заключается в том, как мы можем сконнектить эти два понятия в своем мозгу, как мы можем уменьшить дистанцию между нашим будущим и нашим сегодняшним, кроме как старения, когда уже, возможно, некоторые вещи слишком поздны. Так вот, ученые говорят, что один из эффективных способов — это написать себе письмо из будущего в сегодняшнего, хваля себя, говоря спасибо себе за те изменения, которые ты сделал. Скажем, ты не занимаешься спортом, неправильно питаешься, все время прокрастинируешь, не учишь языки, плохо учишься, в последний момент выполняешь все на работе. Так вот, напиши себе письмо, представь себе на 20-30 лет себя старше и напиши себе письмо, благодаря себя за то, что ты смог таки начать заниматься спортом, что ты смог таки правильно питаться, что ты смог таки взять себя в руки и выполнять все задания вовремя и достиг повышения и развил свой бизнес и так далее. Процесс написания такого письма помогут тебе приблизиться со своим будущим «я», ради которого ты выполняешь эти долгосрочные цели при помощи силы воли. Другой интересный метод — это попробовать представить себя, как ты ходишь в магазин, представить себя с шопинг, серьезно, на 30 лет позже, и представить весь процесс, как ты, плюс 30 лет, где-то ходишь в магазине, выбираешь продукты, идешь с тележкой. Просто, наверное, знакомый environment, знакомое окружение магазина способствует тому, что тебе легче представить эту ситуацию через 30 лет, но, опять же, это ментальное упражнение поможет приблизить тебя в будущем с тебя настоящим и сделать работу над долгосрочными целями ради себя будущего более легкими. Но помимо написания письма от себя в будущем с благодарностью, ученые рекомендуют все же быть более пессимистами, чем оптимистами в вопросах, когда ты размышляешь над своими заслугами. А именно, те, кто фокусируется на том, чего они уже достигли, имеют больший шанс отступиться от своего пути, нежели те, которые не так сильно берут во внимание свои существующие достижения, а больше думают о том, какие, возможно, преграды их ждут на пути по достижению к цели и где они могут сойти с пути. То есть, если, например, был эксперимент, где люди, которые были на диете, им было сказано, особенно подчеркнуто, с какой путь они уже прошли, как много веса они уже потеряли, то эти люди после такого прайминга, они были более склонны к тому, чтобы сойти с диеты. В то время те люди, которые не получили такого месседжа, они более склонны к тому, чтобы придерживаться. На практическом примере, если я не буду фокусироваться на том weight loss, сбросе веса, который я уже достигла, и буду фокусироваться на том, что может заставить меня съесть что-то неправильное, это позволит мне продумать ситуацию, где это может случиться. Скажем, если я иду в ресторан и буду думать об этом с такой стороны, то я подумаю, что окей, мои друзья, наступит момент, когда мои друзья все закажут десерт. И гораздо эффективнее будет, если до похода в ресторан я решу, что когда придет момент десерта, я сделаю такое-то движение. Например, я закажу эспрессо. Все, я приняла это решение. Так вот, если я приду в ресторан с этим решением, то гораздо меньше вероятность то, что я буду тоже сорвусь и закажу десерт вместе со всеми. В то время как если мы приходим в
ресторан без какого-либо решения, и особенно с идеей того, что мы уже сделали существенный прогресс по достижению цели, то гораздо больше вероятность, что в этот момент мы примем решение взять десерт, как и все остальные, потому что у нас уже есть какой-то прогресс, и мы это заслужили, наверное. Ну и, пожалуй, на этих 12 пунктах я закончу свои советы по поводу того, как использовать головной мозг более эффективно в вопросах силы воли на сегодня. С остальными советами я продолжу по ходу развития своего ресерча в этой теме. Спасибо Skyeng за спонсорство этого видео. Если вы хотите попробовать учить английский язык с ними, то welcome, я оставлю линк внизу, пробный урок совершенно бесплатный. По моему мнению, у них самая крутая онлайн-интерактивная платформа-учебник, на которой происходит обучение. Это не просто уроки по скайпу, это действительно очень крутой and engaging процесс, захватывающий процесс в интерактивном формате. Также, если вы еще не занимались с ними, я оставлю свой код на один бесплатный урок к дополнению к оплаченному пакету. И это все на сегодня, я увижусь с вами в следующий понедельник. Пока, ребят! This love, it ain't over yet. There's too much